Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной. И приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в сад времени Дарьи Сонг. Мне ее нужно было начать и закончить до конца года. Ну, начать-то я начала. А вот закончить не факт, что я ее до конца года закончу. При всем при том, что она мне нравится, но однообразных иллюстраций тут много, поэтому, конечно, не очень-то как-то у меня идет дело. Ну ладно. Так, я сейчас тут лампу пытаюсь настроить получше. Ну вот так вроде. Я вообще обычно хотя бы по 2 разворота в месяц делала, хотя это все равно мало. Но в тот раз, по-моему, только одна иллюстрация была. Ну, сейчас что-нибудь найду. Хочется, знаете, чтобы с удовольствием вот сесть, раскрасить, пусть даже одну иллюстрацию. Ну, вообще, скорее всего, раскрашу вот эту. Здесь разворот, но я сделаю одну. Повторюсь, опять же, потому как много однообразия, и лучше там, допустим, одну страничку получше сделать. Вот. Но для видео одна иллюстрация это маловато будет. Поэтому, наверное, что-то еще сделаю. Пока не знаю, что именно. То есть вот я... Вот эти мне, кстати, развороты очень нравятся. Можно, например... Так, надо кофе отодвинуть, а то фон не ровен час будет таким. Можно вот здесь доделать то, что в прошлом месяце я вот эту страничку делала, и... Но меня что-то останавливает обилие листочков, я их обожаю раскрашивать, но как бы у меня и так в этом месяце было достаточно такого. Вот то, что я себе выбрала, вот это вот, я, наверное, ну, плюс-минус хотелось бы сделать вот такое небо, но тут уж как получится. Ну, там посмотрим. Здесь есть где-то иллюстрация, где просто девочка сидит. А, вот. То есть, ну, хотя бы можно было бы еще, может, вот эту раскрасить. Ладно, там будет видно. Сейчас я достану акварель, поменяю воду в стаканчике и приступлю. Я решила вытащить лист, так будет удобнее. В общем, сбрызгиваю. Так, а здесь прям лучше из пипетки налить сразу воды, чтобы губка помягче была. Мне нравится раскрашивать небо. Это довольно-таки интересно. Особенно, когда есть всякие тут облачка. Так гораздо проще. Потому что в том месяце я раскрашивала иллюстрацию, где вообще ничего не было. Я как бы понимала, что там, скорее всего, небо, но что-то мне не зашло. А здесь как-то с удовольствием. И вот я сейчас стала использовать, я уже говорила, и белую акварель активно. Мне нравится. Раньше я даже не понимала, зачем она, а сейчас вот очень даже нравится ей пользоваться. Хорошо так она помогает. Ну и вообще... Что-то мне захотелось поакварелить, а то я пока в Питере была... Нет, но я там тоже акварелила вполне с удовольствием. Но все больше были маркеры, фломастеры. Но я, правда, там думала, что, может, еще одну какую-нибудь картинку раскрасить. Но, в общем, потом оставила эту идею, потому что я побоялась, что
не успею раскрасить на даче, а дома и без того хватает доделок всяких, поэтому не стала. Вот. Главное, знаете, забавно, что я этих фламинго хотела сначала еще до отпуска пойти погулять в парк и раскрасить, и не получилось, ну, и не пошла гулять, и дома как-то руки не доходили. Ну вот, а в отпуске вообще так буквально, там, я не знаю, минут за 30, за 40, что ли, раскрасила, если не меньше. Ну, я просто не засекала время, но очень быстро. Ну, может быть, и, конечно, я и больше время потратила, но мне это было настолько в кайф. Так, ну, в принципе, мне нравится, как небо получается. Я там еще, конечно же, за кадром немножко доделаю. Так, с небом разобрались. Теперь, ну, почти. Я имею в виду то, что касается акварели, потому что высохнет, и там еще, возможно, будет гелевая ручка. Может быть, где-то я что-то пропустила, значит, я карандашом доделаю. Вот. Ну, а сейчас вот эти все перила, пол. Я пол немножко расчертила, но мне не получилось совсем ровно. Но это, знаете, так, не очень важно. Это чисто, чтобы мне было попроще. Я не сильно там нажимала. Вот. Карандаши я сейчас использую из набора 50 цветов Ашан. Мои любимые. Вот это желтая охра, Clay Yellow. Вот, отличная такая парочка. Я знаю, что и Оксане эта парочка нравится. Ну да, там просто в наборе реально есть незаменимые цвета. Вот эти два, плюс кофейный. И там оранжевые шикарные и очень достойные коричневые. Такой темно-коричневый. В общем, здорово. И вот кофейный супер удачный. Потому что, например, в фикс-прайсовском наборе мне, хоть я и люблю эти карандаши, но мне, например, очень не нравятся коричневые, ну, не все, по крайней мере, и оранжевые там нехорошие. А это так, где посветлее, где потемнее добавить, прям здорово. Так, ну и, конечно же, любимый Magic. Вот она магия. Вот сразу смотришь и понимаешь, где происходит магия и как она выглядит. Конечно, когда там детальная прорисовка дерева, там магии гораздо больше, но здесь тоже все преображается. Вот я вижу, что с ногой косяк, ну, косяк и косяк, он же не мой косяк. Автор вряд ли прибежит ко мне домой исправлять. Ну, а я тоже этим не собираюсь заниматься. Это ж не моя работа. Так. Я все тоже за кадром доделала, что хотела. А теперь буду листочки, цветочки и фон. Фон я вот сейчас думала, каким делать. Ну, пусть будет таким желтеньким, лимонным. Я еще думала, может быть, использовать сухую пастель, потом что-то передумала, потому что здесь тонкий контур, и листья, и цветы, здесь все как-то так смешалось, и лучше подобрать вот акварель, похожую, подходящую по цветам, и будет хорошо, я думаю. Я здесь не туда заехала, перепутала фон и платье, оказалось, там еще клочок платья не раскрашен. Ну, высохнет, карандашом уже доделаю. Вообще я очень, как вы знаете, люблю раскрашивать листочки, цветочки, но что-то сегодня как-то мне не в настроении их красить. Ну, по-простенькому раскрашу. В конце концов, когда раскрашиваешь по-простенькому, это не обязательно, что плохо или на отвали. Я сейчас стараюсь здесь все цвета использовать, которые у меня уходят редко.
Ну так, чтобы палитра уже двигалась, заканчивалась побыстрее, что ли. Но я об этом уже рассказывала. Все-таки хочется двигать и другие краски. Тем более, знаете, так бывает, что какие-то цвета не идут, а когда уже начинаешь себя так заставлять ими пользоваться, понимаешь, что вот оказывается и цвет классный, и потом он становится очень прям таким нужным. Так что вообще отличные краски. Просто замечательные. Я рада, честно говоря, что не стала сейчас все эти листочки карандашами красить. Вот акварель здесь хороший выход из положения. Так что нормально. Иллюстрация раскрашена, все готово. Ну, в принципе, более-менее меня устраивает, как получилось. Я, честно говоря, думала, что будет хуже. Ну, нет. А так я, в принципе, так себе и представляла. А здесь мне вот понравилось. Я, кстати, первое время всегда брала... Так, что тут с фокусом? Вот тот желтый цвет, а вот этим таким лимонным пользовалась редко. Мне понравилось его сочетать вот с этим цветом. И вот здесь вот просто отлично. Мне не хотелось прорисовывать вот эти цветы, но понятное дело, что они здесь не очень-то внятно. И я не хотела на это тратить время. Если бы я их даже прорисовывала, получилось бы не очень. Вот. И как раз сочетание вот этого зеленого и того желтого. То есть я просто не запаривалась, закрасила зеленым листья, желтым цветы, и как-то это все так сгладилось. Ну, я добавила черный карандаш немножко, и здесь, и тут самую малость, где это требовалось. Использовала блендер-карандаш вот здесь. Ну, чтобы всякие вот эти пропуски рядом скрыть. Потом салфетку использовала обычную, вот эту сухую. Меня обычно спрашивают, чего я использую. Да вот обычные платочки. Тут у меня белая ручка, но не везде, а только по самому краю. И я так не очень основательно проходилась. Я считаю, так даже лучше. Ну и вот. Ну, косяк с ногой, как я уже сказала, исправлять не буду. Как художник нарисовал, так и нарисовал. Вот. С обратной стороны все, в общем, нормально. Здесь вот только чуть-чуть. Ну, это не страшно. В следующем месяце я, наверное, сделаю вторую страничку вот эту, если, конечно, захочется. Если не захочется, то я, наверное, знаете как, раскрашу вот здесь вот небо. Причем даже не все небо, а только вот здесь. Вот это вот дораскрашиваю и склею скотчем. Ну, чтобы уж не совсем она у меня тут разваливалась. А потом, когда будет желание, дораскрашиваю. Даже, скорее всего, так оно и будет. Потому что, ну, я не знаю, я не очень люблю вот эту всю мелочевку. И если уж раскрашивать, то все это надо делать с настроением, а не спешить и не на отвали. Поэтому, да, наверное, я, чтобы склеить, вот здесь раскрашу. Я так иногда делаю. Вот посмотрим, может быть. Но опять тут вот эти детали бесят. Сегодня я уже ничего не буду здесь больше раскрашивать, наверное. Да,
Пожалуй, даже вот эту девушку не буду красить. Вот, влог буду завершать, потому что хочу сейчас еще немножко уделить время на то, что я не доделала. И нужно будет снимать видео. Сначала смонтировать вот это видео, потом снимать и монтировать раскрашенное за месяц. Как правило, на это уходит много времени, потому что и видео длинные. Вот. Так что я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.